Вот такой вот царь. Объясню, это царь-планшет из Китая, конкретно из Китая, потому что это Lenovo Xiao ThinkPad Pro 2023 года, 12,7 дюймов, и не надо кричать, что на него там сделали обзор. Ребят, мы делаем то и тогда, когда нам нужно, потому что этот ноутбук на старте обзор сделали многие, а вот сколько он стоит сейчас, мы как раз нашли для вас вкусную цену за $210 с вот таким вот шикарнейшим экраном, при этом со звуком JBL, с 4 динамичками, с классным процессором Snapdragon 870. Все это на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну вот эту красивую штуку, конечно, с отпечатком пальцев, с 2 микрофонами, мы отложим чуть-чуть на потом, вы ее все равно увидите. И на распаковке, уже на тестах я буду играться с ним. Я покупал его с вот таким вот силиконовым чехлом. Тоже я сейчас вам покажу ссылочку. А вообще перед тем, как мы дальше пойдем, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылка в описании под видео на проверенного продавца, именно на глобальную прошивку, потому что это китайская версия с частичной русификацией. Ну а вообще предыстория такова. Я использую Xiaomi Mi Pad 6, который был в топ-1 наших топов планшетов на 2024 год. Я его использую вот только тупо из-за экосистемы Xiaomi, которая сейчас есть. Объясню. Например, на текущий момент у меня Xiaomi 13T Pro. Шикарный смартфон, очень мне нравится на Dimensity, и, честно говоря, я просто кайфую, обалденный и с классной камерой. А здесь, знаете, как я работаю? Я сижу, например, играю в Hearthstone, мне поступает какой-то звоночек, я нажал, и у меня раз, вот так вот смартфончик мой, прямо вот в режиме реального времени. Звук идет со смартфона прямо сюда, я могу делать звоночки, я могу писать сообщеньки, я могу все, что хотите сделать на смартфоне, потом смахнуть, и с моего смартфона нет. А также я могу здесь сделать, там, зайти, допустим, в мой Mi Home и управлять устройствами прямо с экрана. То есть это большая экосистема, вот примерно как Apple, они уже доросли со своим Oxygen OS, и действительно это круто. Вот в паре, если у вас есть смартфон Xiaomi, и телевизор Xiaomi, и пылесос Xiaomi, у меня, кстати, пылесос Xiaomi, то это, вот только из-за этого я и прилип к планшету Xiaomi Mi Pad 6. Хотя здесь 6 на 128, а в Lenovo в этом, кстати, в этом Lenovo лучший экран и 8 на 128 минимальная конфигурация. Есть еще и 8 на 256. Но давайте теперь перейдем на страницу продавца. И мы видим, что на текущий момент, на момент съемки этого видео, он стоит $211, 210,51. Можно купить с кейсом силиконовым, можно с флиповым кейсом, можно купить с Lenovo ручкой. Lenovo ручку сразу советую, это очень крутая тема, потому что вы можете рисовать на 12,5, это для дизайнеров уже подойдет, это ничуть не хуже для дизайна, чем, допустим, тот же самый Apple iPad. Многие будут кричать: Apple iPad, какой там Apple iPad, о чем ты говоришь. Ну давайте так, ПК-режим, мультимониторинг, это из того, что я могу так навскидку вам сказать. То есть режим персонального компьютера и мультимониторинг, только уже из-за этого вы просто-напросто делаете iPad, не знаю, там, как тузик грелку порвали. То есть на самом-то деле это очень классно. Классный экран. Кстати, они заявляют, что Retina. 10200 мА батарея. Ну, давайте я вам буду уже так посмотрим характеристики. Смотрите, 12,7 LCD, 144 Гц, экран 400 нит, разрешение 2944 на 1840. А ну слушай, неси сюда люминометр. 400 нит надо ж выяснить. 615 грамм. 6,9 толщина, действительно очень тоненький. 870 снап, есть два варианта: 8 на 128, 8 на 256. Кстати, 8 на 256 стоит всего лишь $240, и вообще не задумываясь, берите 8 на 256. Сейчас мы берем люминометр наш. Оленка, нам нужна твоя ассистенция. Держи, пожалуйста, эту штуку. Нажмем на кнопочку пик. И сейчас мы с вами выясним, какая реальная яркость этого планшета. И замеряем. Смотрите. У нас здесь конкретно widescreen HDR 368, 369, 372. Ну, в целом, да, где-то вот
под 400 в пиковом, ну 372 максимально, что мы получили. 372, кандел на метр, ну 400, да, где-то есть, это ж пиковая яркость 400, это когда чем меньше объект, то тем пиковее будет яркость. Здесь мы на весь экран залили белым HDR и видим, что там 372, поэтому 400, да, 400 есть, и рассказывать, что у них нет, я не буду. 10200 мАh батарея, задняя камера 13 мегапикселей, передняя 8 и дальше. Датчик отпечатков пальца, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, распознавание лиц, TÜV сертификация для глаз, JBL спикеры, Dolby Atmos и 2 микрофончика. А тут вот самое интересное. Ну, то, что там рассказывают они про экран, это хорошо. Они заявляют, что здесь 10-битная матрица, 1,7 миллиард цветов. Dolby Vision, Dolby Atmos, Z-Real технология. И тут они видят, смотрите, показывают 2944 на 1840 Retina Level Display, то есть уровня Retina. Это не ретина, но это уровня ретина, как они заявляют. Подходит для игр, для учебы, для работы. И заявляют, что онлайн-видеоплейбэк у нас на одной батарейке будет тянуть 9 и 16 часов. 4К 60 FPS можно передавать по мультимониторингу через USB 3.2 Gen 1. Поддерживает на 1 терабайт карточки дополнительные. Слушайте, что еще нужно для идеального планшета? Я вам, кстати, на Xiaomi Mi Pad 6 Pro закину в описании под видео ссылочку. Но теперь я вам объясню такую вещь. Так как это версия китайская, многие из вас напишут. Вот то, что по ссылке, это у нас глобальная прошивка, там где есть все языки. В частности, русский, украинский и тому подобное. Потому что та, которая у меня версия, это чистая китайская. Я не захотел менять на глобалку, скажем так, язык. Я не захотел заниматься прошивкой. Я сделал частичную русификацию. Такое тоже возможно сделать. И на FPDA, на 4 PDA есть полно этих инструкций. В частности, вот он, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7. Поехали. TVRP, Boot Image Magisk оригинальный можно поставить. Снижение энергопотребления, инструкция для новичков, скрипт очистки от китайских приложений, включение производительного режима, включить русский язык без root, еще способ русификации, русификация со сток прошивкой в картинках, отключение обновления ПО, магистские полезные модули, модуль локализации. Да ладно, тут можно сделать с ним все, что хотите. Ребят, можно сделать все, что вы захотите. Поэтому реально планшет топ. Мы переходим на уже сам обзор, на распаковку и тесты, а потом делаем выводы. Ну я, конечно же, его уже вскрывал. Как мы видим, у нас сразу же Dolby Vision, Dolby Atmos, звучок от JBL, Wi-Fi 6, Snap, Android. Короче, все тут красивенько. Pad Pro еще и TÜV сертификация есть. Поэтому вскрываем. Давай. Я не гасил его, чтобы вы сразу увидели этот экран. Могу сказать сразу, у меня он в чехле. Смотрите, экранчик. Увидели? Кайфанули? Смотрите, какое экранище. 12,7 дюймов. Смотрите, какая плавность. Сразу говорю, плавность дикая. Мы видим здесь русский шрифт, все нормально. Если мы зайдем там в кошелек, то мы увидите, ну здесь не покажется. Все на русском языке. Это я русифицировал. И как я вам уже показал, пути русификации очень-очень простые. Теперь по самому планшету. Мы сейчас посмотрим именно распаковку, а потом уже будем его тестировать дальше. Чехол. Чехол мы убираем. Чехол нам самый обыкновенный. Покупал силикон. Теперь дальше. На бачках. Это для док-станции клавиатура с чехлом пристегная. Видите, здесь магнитный держатель у нас. Тут у нас разъем. Сейчас мы найдем скрепку. Сразу буду показывать. Потому что очень интересно все. Давайте скрепочку. Все новенькое. Все только-только оттестировано. Все мы потестировали. Смотрите, здесь у нас разъем для TF-карт. Вот, пожалуйста. Разъемчик для TF-карточек. Можно расширить память. То есть это версия 128-шка. И мы можем здесь ее расширить еще, черт знает насколько. 4 динамика от JBL. Здесь у нас Type-C-шечка с быстрой зарядочкой. Сверху 2 динамика. Вот это вот у нас качельки громкости. И смотрите, сейчас посмотрим. Отпечатки пальцев. Давайте сейчас добавим отпечаток пальца для того, чтобы мы сразу с вами его тестировали. Смотрите. Отпечаточек добавляем. Смотри, как быстро срабатывает. Вообще топчик. Давайте. Край. Дан. И теперь попробуем скорость вот этой блокировки. Вернее, разблокировки. Вообще идеально срабатывающий отпечаток пальца.
при этом мгновенно. Супер. Сзади у нас блок камер, пожалуйста. Dolby Vision, Dolby Atmos, JBL-ка. Дальше мы откладываем. У нас есть скрепочка, само собой. Lenovo не могли не положить скрепочку. Инструкция. И здесь у нас быстрая зарядка, правда, китайская. Поэтому я использую чуть другие зарядки. Сама по себе зарядка у нас сколько ватт? Максимально. Зарядка 20-ваттная, я использую обыкновенный ган-зарядник от Ugreen, и здесь есть кабель зарядки Type-C на Type-C. А больше в комплекте ничего для нас интересного нет, поэтому мы спокойненько берем этот планшетик и переходим уже с вами тестируем. Да-да-да, еще одну фишку забыл показать перед тем, как перейдем к тестам. Здесь есть мультимониторинг, не просто зеркалирование. Смотрите, мы включили монитор. И сейчас вы увидите, это у нас зеркалирование. Теперь смотрите, у нас есть режим расширения экранов. Рассказываю, это конкретный мультимониторинг. Если у вас есть клавиатура и мышь с тачпадом, то, конечно, управлять им просто. А он еще и, кстати, в режиме ПК, второй монитор. А если мы сейчас возьмем и сделаем виртуальный тачпад, то вы управляете вторым экраном, вы там можете делать, ну здесь предложений нет, вы там можете делать какие-то отдельные приложения, вы там можете запускать какие-то просто отдельные приложения, ну как второй планшет. Я вам серьезно говорю, вы там можете запустить фильм или калькулятор, например, здесь вышли и здесь работаете в чем-то другом. То есть у вас конкретно полноценный мультимониторинг. А в режиме ПК он работает в режиме зеркалирования, не более. Вы должны это понимать, но у нас есть режим ПК. Про режим ПК немножечко позже. Выходим. Ну что, посмотрим теперь, как он действительно работает. Если вы заметите, то здесь у нас не полная русификация. Я выбрал конкретно для этого планшета частичную сертификацию через SetEdit. Вот это вот предложение. Вам достаточно только одну строчку изменить, и все будет отлично. Google Play Store устанавливается. Маркет у нас полный, пожалуйста. Мы можем, хотя мне писали почему-то там Netflix нет. Это все полный вчес, потому что Netflix здесь есть, как и все приложения сертифицированные. А ну слушайте, мне стало интересно, DRM L1 здесь есть. Сейчас глянем. Все очень быстро устанавливается. Давайте откроем, глянем. У нас здесь DRM L1. Вот что не говорите, Netflix здесь будет работать отлично, официально, во всей красе. И мы можем сразу же его запустить, потому что планшеты в основном используют для чего? Киношки, посмотреть видосики, поиграть. То есть здесь у нас Netflix будет работать в HD формате, да, без Dolby Vision. Ой-ой-ой, а звучок? Вы звучок-то слышали? На 4 динамичка by JBL, просто топ, звучок здесь классный. Ну и камера, конечно же, сама по себе камера получилась в принципе неплохая, но очень неоднозначная. Наша Леночка, когда тестирует, она отмечает некоторые моменты, что здесь было не так у нас по камере. То есть чисто тупо из-за размера планшета. Ну так а что ты камеру говоришь? Камера плохая, камера отличная. Пишет достаточно детальные фотки, достаточно детальные видео. Смотрите, в какие фотографии у нас детальные. Как мы понимаем, что это не смартфон, мы понимаем, что это не фотоаппарат. Но в детализацию, мы когда фотографируем мох, допустим, мы видим, что у нас достаточно четкие детальные фотографии. У нас есть здесь с вами AnTuTu. Я вам покажу сразу тест AnTuTu. 725 750 баллов, вы можете писать что угодно, у кого сколько получилось, мы всегда показываем фактические замеры. 10 тач моментов, то есть 10 пальцев он спокойно видит, выходим, и по игровым возможностям своим он вполне крут. И само собой код Mobile Warzone у нас здесь работает просто шикарно. Я специально сейчас повожу пальцем, для того, чтобы вы все видели, все отлично работает. Давайте вот так вот сделаем. Пониже полетим. Еще раз так сделаем. Смотрите, ничего не тормозит вообще. Звук просто сумасшедший, я вам говорю. Объемный, приятный. Вот все, мы приземлились. Ладно, ребята, за дело. Все отлично, слушайте. Где-то тут кого-то еще найти надо, чтобы пострелять. Я не любитель Warzone играть. Я любитель играть в PUBG, при этом ПКшный. Не люблю мобильный. О, пойдет. Так, кто у нас тут бегает? Ох ты ж, подлюка, а ну иди сюда. Yes. Деньги можно тратить на станциях покупок. Слушайте, ну все ж прекрасно работает. Играть можно.
Звучок просто сумасшедший. Кто там стреляет в меня? Круг уменьшается. Охренеть. Все. Ребят, с Warzone тут все понятно. Никаких фризов, тормозов, ничего нет. И вот таким вот образом данный планшет для меня становится действительно интересным. Классный экранчик. А теперь смотрим. Идем в настройки, видим, что здесь частичная русификация, но это сугубо мой выбор. В раздел дисплей. Я могу поставить 144 Гц, я могу поставить 120. Я, наверное, поставлю 120, потому что на 144 он может у нас мерцать. Автофреш рейт. Теперь у нас есть ночные огни, ночная подсветка. Дальше. Адаптивная яркость. Сейчас яркость очень большая. Если я включу светлый режим, то вы вообще ослепнете, у нас будет тут просто-напросто задирать цвета. Вот это будет плохо. Поэтому я держу темный режим. Можно было бы даже чуть преуменьшить, чтобы на буквы немного не так сильно давило. Если мы пойдем... кстати, режим One Vision. Что такое режим One Vision? У нас есть с вами режим Split Screen. Когда у нас, видите, Smart Split, вы можете задать разделение для двух окон. У нас могут летать окна, то есть мы можем делать, скажем так, оконный режим. И вот такой вот Split Screen с передвигаемой половиной. Ну, например, мы можем там файлы сделать и сделать их, например, вот так вот нажали. И у нас оконный режим, мы работаем с окошками. То есть это все очень-очень классно, все очень-очень круто, можно его вообще закрыть. Больше в настройках ничего такого особого я не вижу. Если зайти о планшете, то это модель TB371C, 371FC, 870 Snap, 8/128, конкретно эта моделька на Android 13, при этом который обновляется. В принципе, если глянуть в AIDA 64, то опять же видим 8/128, 5.1 Bluetooth. Процессор, хотя они пишут 865 5G, SM8250, это 870. Просто AIDA неправильно его идентифицирует. 4 ядра Creo 585 по 1.8, 3 ядра Cortex A77 по 2.4 и одно большое Cortex A77 по 3.1. 7-нанометровый 64 бит. А ускоритель у нас Adreno 650 и сейчас стоит 120 Гц. Батареечка 10200, вот это его огромный плюс. Теперь по кодекам, здесь все у нас абсолютно стандартно. Есть даже у нас тут, это Android AV01, Dolby Vision, AC3, AC3, AC4. Короче, а вот Qualcomm AV01 для декодинга нет у нас. Ну ладно, нет так нет, будем смотреть так, нам-то что. Car X-Street, ребятки, с акселерометром, это просто невероятно. Очень тяжелая игра, сразу говорю, очень тяжелая игра для планшетов, для смартфонов, и действительно тут нужно высокопроизводительное устройство, но данный планшет спокойненько это все дело нам позволяет играть. Ой-ой-ой, может терять немного фокус, это из-за темной сцены, но работает прелестно. Да, фокус теряет камера на этой игре, потому что темный город и очень-очень неприглядно это работает. Таким вот образом. Но игра действительно очень крутая и действительно очень неплохо работает. Особенно звук отрабатывает круто. Прям по звуку одно удовольствие. Ну, конечно же, PUBG. Я не мог не поиграть в свой любимый PUBG. И вот этот вот планшет создан для него, для игры 4 пальцами. Я не играю 4 пальцами, допустим, да, там я играю 2, но здесь реально можно это реализовать. Настроить под себя, допустим, как хотите. Но это отлично. Давайте посмотрим в настроечках, что нам по графике дало. Да, можем поставить максимум и можем поставить ультра. Окей. Все. Давайте. Звук, просто топовый звук, я вам серьезно говорю. JBL здесь постарались. Слушайте, ничего не тормозит. Вот пролетаем облака, пролетаем вот этот пар, именно облачный, да, то есть все отлично работает. Смотрите, топчик. Сейчас еще постреляем, попробуем. Боже, играть здесь одно сплошное удовольствие, серьезно говорю. Ой, да, здесь надо перенастраивать на большой экран кнопки, потому что, на самом деле, или играть на 4 руки, на 4 пальца, либо перенастраивать на большие кнопки, на другие. Да, тут надо будет играть вот таким вот образом. Слушайте, а реально прикольно, а? Давайте сейчас пробуем яркость выше поставить, чтобы контрастик у нас был приятный. Мега плавно, класс. Смотрите, какая классная вещь.
Звук. Я прям вот от звука балдею, я вам серьезно говорю. Ну все, молодцы. Сходовали, садимся в машинку. Ну, поехали. Да, великоват планшет. Надо перенастраивать полностью все сценарии управления. Потому что очень большой экран и далеко кнопки друг от друга находятся. А ну, запрыгнем. А ну. Есть. Да, отлично. Отлично, мне нравится. Ну, ребят, этот планшет идеально подходит для игр. Различных игр, различных там моментов посмотреть фильмы однозначно. Потому что, ну, при такой производительности, при такой реализации, по нагреву. Нагрев ощущается очень небольшой в этой части возле камеры. Обычно так и происходит. А ну давайте выйдем отсюда. И постреляем чуть-чуть. А вон чудо какое-то бежит. Ай-яй-яй. Где это чудо, которое стреляло? А, вот оно чудо чудное. Иди сюда. Ну есть, я его снял. Ну хоть кого-то. Короче, ребят, пускай они меня там добивают уже. В принципе, идем дальше. При оценке YouTube 4К, тут вообще по звуку и по экрану, посмотрите, углы обзора просто топ. Сам по себе экран топ. Сейчас он проигрывает 2К 60 FPS. Клиент надо было, конечно, установить русскоязычный, но это такое дело. Смотрите, с какой яркостью, с какой вообще красотой проигрывается здесь контент. Вы спокойно смотрите ютубчик. Вот еще один ролик, который я снимал. Пожалуйста. Давайте перемотаем дальше. Топ. Просто топ. Эти ролики делал я сам. И вот я знаю, как они должны выглядеть. И именно в таком варианте это просто-напросто отлично. Звук вообще просто топ. Короче, ребят, по YouTube зачет. Говорить о том, что мы здесь можем делать там, в Фейсбуке, в Инстаграме, в мессенджере, в Телеграме мы не будем. Тут очень много разных возможностей. В основном такие ноутбуки используют конкретно для игр. Сетевые модули. Ну давайте сетевые модули, конечно, посмотрим. Потому что вы мне не простите, если не будет какой-то технички, которая на этих Qualcomm'ах абсолютно в ней нет необходимости. То есть ну, на текущий момент у нас показывает 300 мегабит, 400 мегабит на загрузку, 500 мегабит. Давай, 492 на 500, давай, 600 будет, на 570, вот, пожалуйста, вон. 492 на 502. Вот, давайте самую простую скорость интернета еще запустим, посмотрим. То же самое приблизительно, 400, 500, 520, давай, 530, 536 на, давайте посмотрим, на 600, наверное, будет, 100%. Не, на 582. Это 5 ГГц Wi-Fi. Можно, в принципе, 2.4 еще проверить, что мы должны обязательно сделать. 530 на 580. Давайте выберем 2.4. Опять проводим тест, только уже в 2.4 ГГц. Ого, в 2.4 300 мегабит. В 2.4 300 мегабит, да ладно, в AX режиме, смотрите. Тестируем на Xiaomi BE7000. 2,4 ГГц мы имеем 348 на 200 с мелочью мегабит. Это очень крутой показатель. Я на самом деле не то что не ожидал, я вообще в шоке. Хорошо, отлично имеем. Имеем хорошие результаты. Слушайте, ну Shadow Guns Legends. Мы должны с вами выставить разные настройки. Смотрите, графика мы поставим ультра, здесь не пойдет. Мы поставим высокую на 60 FPS. Ну это понятное дело, что может там перегреть устройство. Все, перезапустим игру. Так, включили высокие качества графики на 60. Смотрите, как графика поменялась. Вообще он очень четко отрабатывает, но это будет видно только в бою. Я специально звук не приглушаю, для того, чтобы мы с вами слышали четкость этого звука. Звук очень классно поработали. Я не ожидал вообще ни на секунду. Для тех, кто не играл в Shadow Guns Legends, или кто говорит, что есть игры, вернее, что это легкая игра в плане не такая требовательная. Слушайте, надо тише делать. Очень громкий звук. Тех, кто считает, что это не требовательная игра, они глубоко ошибаются, потому что, допустим, ультра на 60 FPS, это уже нужен Gen 2, Gen 3 процессор. Я вам серьезно говорю. То есть вытянуть здесь именно тестировать на этой игре, это очень хорошая затея, потому что очень требовательная тяжелая игра. Очень детализованная, такого уровня консольного на самом-то деле. Давай, иди сюда. И ты иди сюда. Поехали дальше. Есть. Слушайте, вообще отлично.
Я вот 12,7 это вот самый раз. Тут, кстати, вот это я, да? Похож? Похож. Я в каждом обзоре говорю, знаете, для чего Леху троллю? Потому что вот этот вот дрыщандр, это и есть Леха наш. Ну, короче, как-то так. Давайте еще тут откроем одну локацию. Постреляем чуть-чуть. Давай, давай. Что у нас тут? Тут у нас ничего нету. О! Есть модификация. Давай. Класс. Ребята, это просто класс. Я серьезно говорю. Ну, имеем, что имеем. Давайте еще какую-нибудь игру запустим. Но Call of Duty Code Warzone, Code Mobile нет смысла запускать, будет работать. Netflix мы с вами проверили, YouTubeчик проверили. Скажем так, побраузить можно. Ну, давайте еще War Robots уже такое, знаете. Вообще, слушайте, мы можем еще и кино с вами попробовать запустить. Потому что мы тут можем с вами смотреть, да, в принципе, все, что нам заблагорассудится. Вот, выбрали фильмец. Волк с Уолл-стрит. Кто смотрел? Кстати, классный фильм. И вот фильмец у нас уже пошел. Смотрим и слушаем с громким звуком, с классным качеством графики. Отлично. Давайте дальше так окошечко закрываем. Накрываем. И давайте еще War Robots. И переходим, делаем выводы. О, ну здесь у нас как бы тоже сюрпризов быть не должно. В принципе-то своем. Мощный проц, 870 снап. Что на нем может пойти не так? Объясните мне. Его хватит, я не знаю насколько, года на 3-4 это 100% в текущих реалиях. Особенно для планшета. Ну давайте. Ну попадаем в принципе. Давайте добиваем его. Что ты прыгаешь ты? Есть один. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. У меня еще и все перегрето. Ой-ой-ой, какая красота. Ну давай. Есть. Пошел второй. Ого, тут эта пушка ходячая на башке выбежала. Тут же вопрос даже не в моих скиллах. Тут сейчас многие напишут: ой, слушайте, такой пересвет, ужас, сильно яркий экран, слишком яркий экран. Еще знаете что, мы сейчас с вами разберем ПК режим, наверное. Здравствуйте, здравствуйте, постоим чуть-чуть. Есть даблкил, давайте вот эту еще пушку на башке чуть-чуть с вами нахлобучим ему. Ее засунем в ее. Давай, знаешь, куда вот эту пушку засунуть? Я могу тебе показать место. Вот тут вот примерно. Вот. С этого ракурса вот сюда, куда я стреляю, туда я засовываю эту пушку. Она там неплохо будет смотреться. Есть еще один. А что, еще один остался робот, да? Какой-то Хацумей тут бегает от меня. Давай, иди сюда. Иди сюда, Хацумей. Все, меня слили. Ура. Слава богу. А теперь еще хочу с вами поговорить о таких вещах. У нас здесь есть разные моменты, есть возможности записи экрана, глобальная видео красота, там где вы будете разговаривать, допустим, у вас будет вас делать красивым. Режим ПК, как я уже говорил, очень отличный режим, в котором при подключении, допустим, клавиатуры, при подключении мышки вы можете работать именно в таком вот режиме ПК, там где вы выбираете приложения, они у вас в таких вот оконных режимах, вы можете их там раскрывать на весь экран, сворачивать и тому подобное, раскрывать на весь экран, сворачивать и тому подобное, допустим, там файлы открыть. Все отлично. То есть режим ПК отличная тема. И есть у нас здесь устройство Freestyle. Это вот, кстати, фишка Lenovo. Он в бета-режиме, где он может позволять включать различные штуки. Смотрите, это передача данных на устройство. То есть вы можете там, допустим, включать себе общий экран со смартфонами, общий экран с, допустим, теми же самыми ноутбуками и тому подобное. То есть у меня на текущий момент здесь Pad Pro есть. Но для этого вам нужно иметь учетную запись Lenovo и те же самые устройства Lenovo, которые у вас подсоединены в ту же самую учетную запись. Все, ребят, я готов прорезюмировать данное видео. Больше, вернее, данный планшет, больше мне вам показать здесь нечего. В качестве выводов я реально или нереально рекомендую этот планшет. Почему нереально? Почему нереально? Потому что это нереально крутой планшет, а реально рекомендую. 2023 года отличный 12,7 дюймов, я прям топ-топ. Но советую брать 8 на 256, хотя тут наличие SD карточки очень сильно в этом деле помогает. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.